Здравствуйте, друзья! Сегодня 5 декабря, четверг, как всегда, последние новости из Соединенных Штатов, из всего мира. Сегодня у нас главным образом будут новости о Путине, но начать я хотел с Вашингтона, с Конгресса. Сегодня будет очередной день саги о выборе спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. И на арене опять Кевин Маккарти. Он провалил уже 6 раундов голосования. Сегодня должен быть очередной. За прошедшее со вчерашнего дня голосование, время, он провел переговоры с так называемой оппозицией. А в оппозицию они сейчас включают вот эту самую МАГУ. Трамповское, твердое такое трамповское крыло. То есть это оппозиция остальной фракции республиканской партии. Фантастика какая-то. Зачем тогда им демократы нужны, если они друг с другом сражаются? Так вот, в ходе этих переговоров Маккартни ощипали как липку. И он делал одну уступку за другой. Самое главное для меня и, наверное, для моих зрителей из Украины будет вот что. Он согласился отдать вот этой магии трамповской, которых, повторяю, их около 20 человек из 212 общей фракции республиканской партии в Палате представителей, согласился отдать дополнительные места в комитете по регламенту. Это важнейший комитет, в котором конгрессмены, конгрессвумены советуются, ведут переговоры, прежде чем вынести какое-то предложение, законопроект на обсуждение всей палаты. А у республиканцев существует такое правило. Если у спикера, вообще в этой фракции, будут сомнения в том, что какой-то законопроект не получит большинство всей республиканской фракции Палаты представителей, то его можно вообще не вносить. Грубо говоря, если кто-то поднимает вопрос, давайте выделим Украине новый пакет помощи, ну, скажем, 5 миллиардов. Вот они собрались, члены этого комитета, посовещались, посмотрели в потолок, и кто-то говорит, а что-то я сомневаюсь, что мы наберем большинство, то есть единодушие нашей фракции. Окей, приняли к сведению, согласились, и этот вопрос вообще может не выноситься на обсуждение Палаты представителей. В общем, опасность. И он соглашается отдать дополнительные места вот этой так называемой оппозиции. А проще говоря, мага-группировки, которая выступает с общим лозунгом «Не цента Украине». И тут наша знакомая старая Виктория Спарц разразилась твиттером, а потом она выступила, по-моему, в интервью дала телекомпании CNN. Она в ходе предыдущих голосований голосовала за Кевина Маккартни, а потом вдруг последний раунд голосования, 6-й, она проголосовала «присутствую», то есть фактически воздержалась. Ну и когда ее попросили объяснить в телекомпании CNN, она сказала, там, наговорила массу слов там разных, что мы должны, дискуссии, он должен нас слушать, прислушиваться ко всем. Короче говоря, много пустых, избитых для политиков фраз произнесла, но для меня стало ясно, что это оппортунист. Как большинство, как подавляющее большинство политиков, которые чуют, куда дует ветер. Сначала этот ветер, как это считала, дует в сторону Маккартни, а потом она поняла, что он дует в сторону вот этой группировки МАГА. И таким образом она как-то так сделала полшажочка, она еще не проголосовала против него, но полшажочка в сторону МАГА. И, возможно, она собирается получить одно из мест в этом комитете по регламенту. И так я вот наблюдаю за этой дамой, и у меня такое впечатление, что не дай бог она там окажется. Мало не покажется, особенно тем представителям
администрации президента Зеленского, которые играли с ней в обзывалки в свое время. Вообще это верх, конечно, идиотизма, потому что в Соединенных Штатах, вот в Вашингтоне, но, наверное, каждая собака, бегающая вокруг Капитолия, знает, что с конгрессменом или с конгрессвуменом даже президент Соединенных Штатов не станет лаяться, бодаться, ругаться и играться в обзывалки. То есть мы опять очередной раз возвращаемся к вопросу о профессионализме. И вот это отсутствие может достаточно дорого обойтись в течение следующего года, а может и 2. Следующее сообщение. Daily Mail. Есть такая газетка в Великобритании. Ну, желтизна ее просто поражает. Она такая яркая, до рези в глазах. И публикует все, что шевелится и что появляется на вашем горизонте. Это мне как-то мои друзья из британской журналистики, у меня их там много, вот так они меня характеризовали, эту газету. Но в данном случае, значит, я вам расскажу, потому что это важно. Тут в тему она подняла важную, но затронула ее так, как лучше, как средства массовой информации лучше не затрагивать. Короче говоря, Daily Mail, оказывается, читает российские телеграм-каналы. Кстати, я вам рассказывал, что я их принципиально не читаю, потому что там нельзя серьезно все это воспринимать, анализировать каждый, кто что говорит правду, кто говорит неправду. Слишком много времени, поэтому их нафиг. Разведывательную информацию оттуда брать нельзя. Так вот, а вот это корреспондент этой газеты решил взять и нарвался, в одном из своих первых же видео, даже целый, у меня даже есть плейлист на эту тему, разоблачая Валерия Соловья, и там еще у него один подельник есть, который сидит в Харькове, мелкий адвокатишка, выдающий себя за генерала СВР. И вот газета прочитала этого адвокатишку, приняла его за, я не знаю, генерал СВР, не генерал СВР. Она пишет, что этот источник ссылается на то, что у него есть связи в Кремле. И опять это ахинея по поводу здоровья с Путиным, что у него мегаломания появилась из-за таблеток, которыми его лечили от рака, прочая фигня. И это, значит, сказал газете Daily Mail, то есть она не сама ссылается на то, что она это прочитала, а это ей сказал высокопоставленный шпионский чиновник разведки Дании. Внимание! Мы дальше будем говорить о разведке, поэтому вот обратите внимание на этот идиотизм. Я думаю, что они все придумали насчет этого датского чиновника, чтобы не говорить, что они сами эту ахинею взяли из телеграм-канала. Но там было важное. Они сослались на недавнее заявление, которое сделал 30 декабря прошлого года, то есть, всего ничего, недельку назад, всем известный Песков, который сказал, что в ближайшее время Путин на люди показываться не будет. И регулярных встреч журналистов больше не будет, потому что новые штаммы появляются коронавируса, мутации там всевозможные, новая волна гриппа пошла, в сложные периоды времени, а сейчас, безусловно, сложный период времени, вопрос о здоровье лидера государства становится вопросом национальной безопасности. Поэтому ради заботы о безопасности страны Путин опять ложится под корягу, как это уже было неоднократно, или же там замыкается в бункер. Короче говоря, Путин исчезает из общественного пространства, замыкается, и где он будет, ответ будет знать только ветер. Уже было несколько месяцев аналогичной ситуации, она совпала с ковидом, и она же совпала с обострением борьбы подковерной среди различных кремлевских группировок. Тогда я говорил своим зрителям о том, что я лично наблюдал там 2 группировки. Одна путинская, а другая патрушевская, которая, кстати, распространялась о нем эти все слухи по поводу там рака и других заболеваний.
Ну и теперь эта группировка, судя по всему, активизировалась, но теперь не только она одна, потому что эта же группировка, она теперь не только с Путиным, они теперь бодаются еще, как получается, во всяком случае, рябь такая идет на поверхности воды. ФСБшные еще бодаются с военными, а военные, они сражаются как бы их даже полублатные и тиктоковские. Скажем так, вот эти еще две группировки. Короче говоря, как говорил один мой знакомый по университету дружбы народов, когда я его попросил его как Карамзина в одном слове описать, что происходит в Советском Союзе, тогда это было, сейчас Россия. Он говорил, борьба с борьбою борется, и борьба борьбу борьбет. Ну, одно слово, да, он почти как Карамзин сказал, просто в разных вариациях. И у меня вот такое впечатление, что здесь речь не столько о здоровье Путина, сколько он реально перепугался. Он утратил вот это публичное проявление свары, борьбы, даже не свары, это уже борьба не на жизнь, на смерть между Пригожиным, Кадыровым с одной стороны, высшим генералитетом с другой стороны. Сюда еще включилась ФСБ, распускает там разные слухи про Пригожина и так далее. И вот это все вырвалось из путинского контроля, и он не знает, что с ним теперь делать. То есть опять известная нам тема. Акела промахнулся. Причем он не просто промахнулся, он вообще уже ничего не может сделать. И я думаю, что он уходит на самоизоляцию не потому, что там новые штаммы появляются всевозможных вирусных заболеваний, но прежде всего из-за опасения своего здоровья, физической безопасности в связи вот с возникшей обстановкой. И это такие мрачные перспективы рисуют над перспективами, мрачная перспектива над тем, что будет делать режим его и что с ним произойдет, с режимом и в том числе с Путиным в обозримом будущем, потому что все же мы ожидаем больших тектонических сдвигов на поле боя, больших наступлений. Одни говорят с одной стороны, другие говорят с другой стороны, но тем не менее масштабные должны какие-то быть прорывы. И в это время вот такое проявление утраты контроля. Я бы еще назвал одно из проявлений этого утраты контроля. Ведь когда начали наезжать Пригожин, он уже стал тогда почти фаворитом у Путина, был вхож к нему на регулярной основе и получил благословение путем для создания частной фактически армии вот этой из зэков. И когда он наехал на высший генералитет, на начальника генерального штаба, куда уж выше, то Путин пригласил начальника генерального штаба через некоторое время вместе с Шойгу. Были даже фотографии в публичном пространстве, наградил их героями Советского Союза. То есть он начал уже обратно отыгрывать, но уже поздно. Просто поздно что-то делать для того, чтобы кардинально изменить ситуацию. Таким образом, вот эти мрачные тучи, с моей точки зрения, они просто сгущаются над режимом. Это нечто подобное, которое в свое время происходило в царской России с появлением Распутина. Параллельно с тем, как ухудшалась ситуация на фронте, ухудшалась ситуация и в Петербурге, появилось мракобесие, борьба фаворитов и так далее. То есть ситуация в Москве значительно и в бункере ухудшается, напряженность там растет. И вот мне, в отличие от меня, у меня есть зрители, которые любят читать телеграм-каналы и присылать мне самые интересные оттуда отрывки. Ну и в частности прислали новое веяние, что там происходит среди якобы военкоров, причастных к реальной информации российских. И там речь идет уже не о создании частных армий, а частная армия фактически у них уже есть. Вот армия Пригожинская из зэков, которую тот
продал Путину как чуть ли не его личная претарианская гвардия, которая в случае чего будет его защищать. И такой же второй легион этой гвардии, наверное, создавал Кадыров. Во всяком случае, опять-таки представлял Путина, своих тиктоковцев, как второй легион этой частной гвардии. То есть частная армия у Пригожина, частная армия у Кадырова, и якобы обе они на стороне Путина против военных. Как-то так вот получается. Но теперь пошла речь о том, а не создать ли нам частные еще разведки. И вот у меня спрашивают мои зрители в своих имейлах, постах, как я отношусь к идее частной разведки. Но я вам скажу так, это проявление агонии, что ли, развала и начала гниения уже режима. То есть частная армия – это уже, типа свадьбы в Малиновке. Вы помните, да, наверное, этот фильм? Во всяком случае, зрители старшего поколения. Прекрасный фильм, где были частные армии, там, которые руководил Грицан Таврический некий. Ну, а частная армия плюс частная разведка, это вообще агония уже в высокой степени. То есть это свидетельствует о том, что главные структуры государства, опоры режима, они практически перестали функционировать, во всяком случае, стали ненадежными для режима, и их пытается заменить вот таким суррогатом. То есть это типа свадьба в Малиновке или махновщина. Потому что, со всем уважением к Нестору Ивановичу, он, конечно, самородок был, но все-таки вот армия, которой он руководил, она все-таки, не армия. Так же, как, допустим, Спартак. Помните, этот гладиатор собрал армию из таких же гладиаторов, и вроде они профессионалы высочайшего уровня были на арене, где они убивали друг друга, а вот в качестве армии уже все, уже не тянут, и были разбиты в пух и прах. Вот так же ждут и эти частные армии. То есть это тоже для тех, кто сражается против Путина, против режима, для ВСУ, для моих зрителей из Украины. Все эти проявления, они как добавляют надежду, уверенность в том, что режим идет к своему концу. Причем по нему наносят удары ВСУ, но самое страшное тление, которое в конце концов приведут его к гибели, происходит уже изнутри. Что такое частная разведка? Вот меня спрашивают, я же работал в такой частной разведке, потому что с тех пор, как я переехал в Соединенные Штаты Америки, я работал в бизнес-секьюрити, бизнес-разведка – это все частные организации. И мне вот один из моих зрителей пишет, а что если вот в России создадут такую, и сейчас есть у них целая сеть среди вот этих ватников, она фактически по всему миру, и вот это будут типа резидентуры, а из центра им дают задания, и они быстро это все выполняют и отсылают туда. Что я могу сказать по этому поводу? Разведка – это сложнейшее ремесло, которому нужно учиться. Вот так же, как армия Грицана Таврического не была армия, а была сбродом оборванцев. Вот так же будет сбродом интеллектуальных оборванцев частная разведывательная организация. У настоящей разведки плюсы есть. То есть для того, чтобы поставлять правильную, нормальную информацию наверх, нужно иметь там квалифицированных людей, которые умеют получать информацию. Это непросто. То есть можно 2 человека, один профессионал, другой нет, выслушает один и тот же источник, один получит информацию, а другой пройдет мимо ушей, он даже не оценит. Затем нужно уметь написать эту информацию, то есть обработать ее аналитически. И вот часто тут пишут спасибо за аналитику и так далее. Я уверяю вас, господа, что 99% людей, которые говорят, дайте нам аналитику, они даже не знают, что это такое аналитика.
и с чем ее едят. Ее в специальных учебных заведениях учат, ну, от 1 до 3 лет. 1 год, я считаю, мало, это ничтожно мало. 2, а еще лучше 3 года просто натаскивают на то, как получить, обрабатывать и писать аналитические сообщения. А потом они, эти люди, закончив это, практикуют это в реальной жизни еще 20-25 лет. И я им скажу так, что из них, вот я видел там, как в масштабах всей резидентуры работают. Ну так, человека 3-4 работают хорошо, остальные работают кое-как. То есть это сложнейший процесс. Для этого нужна предварительная подготовка, нужно закончить элитное, желательно высшее учебное заведение, связанное с анализом информации. А потом еще, чтобы тебя натаскали над этим, писать эти сообщения. Второе. Начальник этой разведслужбы, который будет работать на хозяина, да, ну, допустим, на того же Путина, должен быть уверен в тех источниках информации, которая она поступила. Когда это нормальная разведка, тут идет иерархия, да, вертикаль иерархическая, все понятно. А если частная организация, там Саня из Алон-Батора, Петя из берега Слоновой Кости и так далее, кто их знает, кто их видел? То есть надежда на то, что эта информация достоверна, нет никакой. Наконец, мне читатель пишет, но вот проблема государственной разведки – это забюрократированность, которая убивает. Совершенно верно. Да, это смертельный кинжал, который убивает эту организацию. Но зато такой же смертельный удар, который убьет на корню частную разведку, это то, что она будет работать на деньги. Она будет работать на заказчика. Вот заказчик выделяет ей какую-то сумму, и он говорит, мне надо вот то-то, то-то. И она ему сделает то, что он хочет. Вот я наблюдал это своими глазами, когда я делал due diligence. Вот все время, когда Лондон открылся как банковский центр для бизнеса на территории бывшего Советского Союза. Надо было продавать. То есть надо было для банков провести due diligence, чтобы определить, это не бандиты ли просят у нас 40 миллионов долларов, или бандиты. И вот я вам скажу, я из-за меня или благодаря мне лондонские банки спасли для себя сотни тысяч фунтов стерлингов, не выдав кредиты или бандитам, или потенциальным мошенникам. Но вскоре Лондон превратился в центр отмывания денег. То есть я на какой-то этапе уловил, что банки хотят, чтобы я написал, закрыл глаза на то, кто реально есть проситель этих денег, кредитов, и написал позитивный отзыв, потому что, в этом был их бизнес, понимаете? Был бизнес. Вот таким образом криминал из России, да из Украины, он вышел на международную арену и в какой-то степени интегрировался. Вот сейчас его вырезают. Прошло вот столько времени с 91 года, сейчас его вырезают обратно. А с 90-е годы, в 2000-е на этом делались деньги. Поэтому еще раз скажу, частная армия, частная разведка – это как в свадьбе Малиновки. Работать это не будет. Хотя были в истории случаи. Лоренс Аравийский был такой деятель в британской армии, хотя он был офицером, но действовал он, тот подвиг, который он совершил, он делал это как частное лицо. Сидней Рейли был, но это настолько темная история, что вообще никто не знает, где он там, как и был. Но, в общем, то, что я знаю, а я их видел, десятки таких частных разведок. Среди них классные, действительно работающие, их единицы, буквально единицы. А остальные работают под заказчика. И работают так. Вот собирается группа товарищей, бывших высокопоставленных сотрудников разведки.
который объявляет, что вот мы создали частную разведорганизацию, к ним идут крупные корпорации, дают им деньги, там миллионы варятся, десятки миллионов. Они между собой делятся. А потом, так, что нам надо сегодня сделать? Нам надо информация там какой-то шахте на Донбассе. А есть у нас источники? Нет. А кто у нас тут есть в Америке, в Лондоне, который может иметь? Да вот там Вася Пупкин сидит в Нью-Йорке. Ну, давай сюда Васе Пупкину. Вот они идут к Васе Пупкину. Вася через своих источников все это проверяет и так далее. Но все деньги остаются в основном вот там. Короче говоря, это все является проявлением развала путинского режима. Сегодня Путин, вы знаете, объявил, вернее, дал указание, по-моему, так звучит, Шойгу о перемирии на Рождество, а также он переговорил с Эрдоганом о Украине. Эрдоган призвал его в одностороннем порядке прекратить огонь. Ну и тут же возникает вопрос. Турция просит прокомментировать, как тот Эрдоган, как Турция, что она здесь преследует. Я вам скажу так, мое личное мнение. Эрдоган преследует исключительно свои меркантильные интересы. У него предстоят выборы, ситуация с экономикой непростая. Не факт, что его выберут, поэтому он берет деньги, я бы сказал так, это классический сейчас торгаш на Восточном базаре. Он продает байрактары Украине, за это ему спасибо. Но в это же время Турция превратилась в третьего крупнейшего партнера за время войны России после Китая и Индии. Причем среди этих троих Турция превратилась в территорию обхода санкций. То есть Россия именно через Турцию больше, чем Китай и Индию, обходит санкции. Делается это по-разному. Ну, в частности, поступают суда с контейнеров в аэропорты Турции, затем перегружаются эти контейнеры на другие корабли, их везут в Новосибирск, а из Новосибирска они уже поступают по всей территории Российской Федерации. Или же сухопутной по суше они через Грузию также поступают на всю территорию Российской Федерации. И вот через них, поскольку Турция страна НАТО, типа меньше подозрений, чем к Индии и Китаю, вот я так подозреваю, что вот эти микрочипы, которые необходимы для производства российских ракет, которые наносят удар по Украине, в основном-то и поступают через эти контейнеры, через Турцию. Затем там всевозможные шахер-махер с российской нефтью. Там же его 25, по-моему, процентов от торговли зерном. Там же вот эта мутная история с газовым хабом. Тут же вот это он все делает, вроде бы делает для себя, но объективно в пользу России. Но геополитически самый большой подарок, который он сейчас делает Путину, это он всячески тормозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И если бы они уже вступили, то России в срочном порядке пришлось бы перебрасывать какое-то количество своих войск от Украины туда, на северо-запад страны. А так просто своей политикой Эрдоган делает подарок Путину и дает ему возможность держать максимально возможное количество живой силы именно на фронтах Украины. Поэтому Турция работает прежде всего для себя. И она играет на грани фола, она под колпаком дяди Сэма уже несколько месяцев. И раздражение дяди Сэма становится все более и более радикальным. И уже ходят такие, вернее, растут настроения, что они пока не пора ли с этим делом заканчивать. То есть Турция становится не то что ненадежным союзником в НАТО, она фактически играет на стороне врага НАТО. За прошедшее время произошли важные
изменения в экономическом состоянии Российской Федерации. Аналитики западные и российские в какой-то степени собрали информацию, но поскольку российское государство перестало публиковать данные о экспортным, импортным операциям Российской Федерации за последние месяцы, аналитики собирают эту информацию от партнеров России для того, чтобы понять, что же происходит с российской экономикой, с российской торговлей. И вот что происходит. Значит, до декабря фактически закрома России пополнялись, поскольку высокие цены на углеводороды. Западная Европа накануне объявления эмбарго на импорт сырой нефти из России 5 декабря и введения потолка цен, она массированно, ускоренными темпами закупала нефть, нефтепродукты, а также российский газ, ожидая наступления холодов. То есть доходы России от экспорта росли, но эти деньги некуда было потратить, потому что это была вся западная валюта. А Запад перестал поставлять в Россию товары, продавать, особенно товары, которые крайне необходимы России, промышленность, станки, там, чипы и так далее. То есть количество вроде валюты выросло, а купить на нее в условиях торговой войны, вернее, барьера, который поставили между собой и Россией страны Запада, он стал непроницаемым. А вот с декабря, буквально с 5 декабря, произошли и происходит кардинальное изменения, то есть обвал в объеме торговли сырой нефтью Российской Федерации. Причем это по объему происходит, а также происходит уменьшение доходов, именно даже от того, что продается, потому что падают цены. Они рухнули гораздо ниже, чем этот потолок цен, потому что ушлые торговцы из Индии и Китая начали обирать Российскую Федерацию как липку. То есть они стали монополистами в торговле с Россией. Естественно, монополист торгует, то есть диктует цены. Таким образом, вместо $60 они начали отсчитывать 40%, а то и больше дисконт от марки Brent, которая сейчас где-то $83. Ну а на кону, значит, введение еще эмбарго на импорт нефтепродуктов 5 февраля. То есть на экономическом небосклоне у Путина опять мрак. И здесь единственный прорыв, который совершила в экономическом плане Российская Федерация в торговле, я сразу предупреждаю, это шутка. Сейчас будет шутка. Россия делит 1-2 место Северной Кореи в плане зависимости от Китая. То есть эти две страны, Россия догнала Северную Корею как самая зависимая экономически страна от Китая. И это огромная проблема, потому что, Китай, как мы с вами говорили, он до сих пор особо не нарушал американские, вообще западные санкции, особо не помогал в военном плане. У китайцев возникли новые планы в отношении того, как надо развивать, значит, свою внешнюю политику. А вот эта монопольная зависимость, которая попала в рабскую зависимость, которая попала в Россию, она может сослужить самую плохую службу для Кремля. Потому что у Китая опять ковид. Опять маховик этого ковида начал раскручиваться. То есть бума опять не предвидится. А отсюда следует, что дополнительное количество нефти и газа, которое России необходимо сбросить в Китае, Китаю не нужно. И даже то, что он покупает, будет покупаться с большим дисконтом. Таким образом, вот на основании всего изложенного, дорогие друзья,
я прихожу к выводу, что накануне больших событий на фронтах войны в Украине Путин и весь его режим находятся в глубокой черной яме, выбраться из которой будет крайне сложно. Самое плохое в этой ситуации, что весь этот клубок проблем, который породил Путин своим идиотским решением 23 февраля, его невозможно отмотать назад. Все эти изменения приняли необратимый характер, обстоятельства выше его силы. Ситуация внутри страны практически, я не скажу, что на 100%, но в значительной степени вышла из-под контроля. Поэтому вот в таких условиях Россия подошла к так называемому периоду весенней кампании, когда ожидается наступление или контрнаступление и так далее. Вот на этом я хотел бы закончить это видео, дорогие друзья. А в следующем видео, которое, я думаю, я сделаю его сегодня же, я вам расскажу, как в военном плане происходит подготовка к этому весенне-зимнему наступлению со стороны Украины, вооруженных сил Украины и их западных союзников. Это будет отдельное видео, это не вторая часть, но сделаю ее, скорее всего, сегодня же. Итак, я надолго с вами не прощаюсь, но на всякий случай, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, Мордор, как и Карфаген, будет разрушен, а вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры, что победа будет за нами. До новой скорой встречи.